iPhone 15 Pro Max вошел в самый-самый топ камер по версии DxOMark и занял пресловутое второе место, и этот успех не повторял iPhone 14 Pro Max. Он был там где-то 7, 8 или 9 или 10 место. Да не столь суть важно. Давайте сегодня обсудим наконец-то какой, знаете, колоссальный успех iPhone, Apple, как я считаю, потому что они никогда так высоко еще не поднимались в качестве своих камер. Но долго ли они там продержатся? А все это мы сейчас увидим на канале Технозон. Поехали! Мы с вами на сайте DxOMark, и мы видим, что Apple 15 Pro Max, iPhone 15 Pro Max стал на втором месте. Никогда он не был так высоко. И впереди него только Huawei P60 Pro. И, честно говоря, я бы вообще не засовывал в этот рейтинг. И знаете, тут еще такой момент. Насколько бы я не любил андроиды, и все знают, кто давно подписан на мой канал, что это для меня, грубо говоря, камень преткновения, это вот Android. И когда речь заходит об айфонах, меня прямо бесит. А здесь на самом-то деле все очень просто. Дело в том, что когда я обсуждал в прошлый раз там на одном из стримов Apple Pro Max 14, Apple 14 Pro Max, прошу прощения, то он занимал там 8 место. Сейчас он занимает 9 место и 10. И дело в том, что Apple iPhone 15 Pro Max, заняв второе место, он... честно вам скажу, потеснил таких гигантов, как Oppo Find X6 Pro, как Honor Magic 5 Pro, как Oppo Find X6, как Huawei Mate 50 Pro и даже Google Pixel 7 Прошку. И это действительно, поразительно, потому что это очень сильные смартфоны в качестве камеры, вернее, в качестве камерафонов и в качестве своей камеры. И когда там в ТикТоке сравнивают Samsung Galaxy S23 Ultra, то Samsung Galaxy S23 Ultra аж на 16 месте по камере. И тут, знаете, многие спросят, а почему? А почему так произошло? Во-первых, нужно подписаться и нажать колокольчик, чтобы об этом всем знать и не пропускать наши такие вот интересные новости и обзоры. А во-вторых, дело в том, что Samsung Ultra 23, как бы я ее не любил, это больше про искусственный интеллект. И те пресловутые видосики, где показывают, как фотографируют Луну или очень дальние объекты там ночью, то, честно говоря, они дорисованы искусственным интеллектом. Что же произошло в Apple iPhone 15 Pro Max? Да все то же самое, более мощный процессор и более интересные алгоритмы обработки, потому что, честно говоря, не сильно-то все там аппаратно изменилось. Все изменилось в сторону, скажем так, искусственного интеллекта и постобработки этих самых фото. И тут уже у нас наступает момент борьбы искусственного интеллекта. И победит тот, кто будет работать с искусственным интеллектом сильнее, вернее, более тесно. И честно вам скажу, данный момент, данный топ, он пока что является таким себе предварительным. А знаете почему? Потому что Pixel 8 Pro он только вышел, а возможности его камеры, честно вам скажу, очень даже завораживают, с учетом того, что там можно увеличивать прямо на объекте без увеличения основного, допустим, без увеличения основного фото, можно увеличивать сами объекты, плюс D-блюр делать, это то есть, если у вас разблюрен задний фон, то делать его четким, там очень много различных моментов, и это опять та же тема про искусственный интеллект. Но вы меня спросите, а почему ты не учитываешь Huawei P60 Pro, который есть на первом месте? Да, это сильная фирма, сильная по камерафонам, и со своей Leica, как ее называют, камерами или оптикой, они, честно говоря, очень круто работают. Но дело в том, что Huawei P60 Pro это далеко не про мировой рынок, и отсутствие Google сервисов или там каких-то общепризнанных сервисов делает его аутсайдером. Для меня, например, очень важно, чтобы у меня работал NFC на оплату, для того, чтобы мне нужны Google сервисы для полноценной работы, допустим, там Google диска, а не нужны сервисы в виртуальном каком-то пространстве, которые будут работать с тормозами, какой бы мощный этот Huawei P60 Pro не был.
И подождите, нас ведь ждет еще тест камер, таких как Apple 15, вернее Apple iPhone 15 Pro, Apple iPhone 15 Просто, потому что их пока здесь нет. Пока что они протестировали Apple iPhone 15 Pro Max. Короче, что я вам скажу? Я думаю, что этот топ будет очень стремительно меняться. Мы будем смотреть за этими отзывами и за вот этим топом, за формированием. И тут вот, знаете, некоторые комментаторы мне раньше писали, зачем ты обращаешь внимание на DxOMark, он куплен. А что вы скажете в таком случае? И я вам скажу тоже такой аргумент. Если бы он был куплен, поверьте, Apple со своим 8-м местом с Apple iPhone 14 Pro Max засудила бы DxOMark очень и очень давно. То, что там был когда-то скандал, который кому-то когда-то показался очень сомнительным, но это дело такое. Доказательств нет, хотя с дыма без огня не бывает. Слушайте, ну будем следить за этим делом. И почему я говорю, что топ будет меняться? Потому что выйдет пресловутый Galaxy S24 Ultra, а там уже обещают совсем другие вещи. И давайте так заведем себе за правило, наверное, последим немножко за развитием, я уже начинаю заговариваться, этого самого Apple 15 Pro Max и объясню почему. Дело в том, что пришла пора мне менять свой Xiaomi 11T Pro. У меня есть еще OnePlus 9, есть iPhone 14, который я успешно подарил дочке, потому что, честно говоря, выдержать я эксплуатацию этого Хуана не смог. И у меня есть тому определенные причины. То есть для меня смартфон, в котором нет нормальной многозадачности, например, если моя жена ведет стрим какой-то и просто включить стрим и свернуть, и попытаться что-то достать, то этот стрим обязательно прервется. Но не вытягивает он многозадачные, многопотоковые задачи. А Android с этим справляется очень даже запросто. Но при этом я себе ищу камерафон и будем наблюдать за этим дальше. Ну а с вами был Бабл с таким достаточно коротким, но интересным инфообзором на канале Технозон. До скорых встреч. Пока, ребят.